Всем привет, винтажники! Сегодня мы будем с вами распаковывать новый аукционный лот, который я купила на eBay. Предлагаю не тянуть и приступать. Тут уже что-то посыпалось. Итак, вот такая груда украшений у нас с вами получилась. Ну, приступим. Начало многообещающее. Давайте начнем с того, что выпало первым. И это у нас цепь. На самом деле, я думаю, это пояс. Около современный, судя по его металлу и качеству изготовления. Удлинительная цепочка немножечко потеряла свой тон. А вот сами звенья в прекрасном состоянии. Дальше у нас какое-то украшение. Достаточно необычное. Оно в этно-стиле. Это, я так понимаю, у нас какие-то бусы. Так. Интересно, они, конечно, звучат. Сложно, если честно, определить, к какому периоду оно относится. Пусть будет начало нулевых. Так, дальше. Тут несколько украшений. Ну, начнем с того, что у нас первым показалось. Это браслет. Такая цепь омега. И он переплетенный из 3 колец. Интересный браслет. Он очень тяжелый. Давайте посмотрим, есть ли тут маркировка. Ну, маркировки я не вижу. И вот так он смотрится на ручке. Интересный браслет. Я люблю такие украшения. Они всегда добавляют какую-то изюминку к образу. Браслет мне нравится. Еще тут есть кольца. Я, кстати, очень редко встречаю кольца в распаковках. Особенно в хорошем состоянии. Чаще всего они очень сильно затираются вот здесь на нижней части своего основания, но эти кольца, как мы видим с вами, в прекраснейшем состоянии. На этом колечке у нас есть маркировка. Красивый кристаллик в огранке маркиз. Очень редко подходят кольца слотов, потому что у меня достаточно тонкие пальцы. На меня это кольцо большое, даже на большой палец оно мне велико. Второе колечко. А вот второе колечко мне хорошо по размеру. Здесь такая тематика день и ночь, или может ночь, возможно, это какая-то путеводная звезда и луна. Интересный такой мотив, мне нравится. Далее у нас брошь. Брошь, судя по всему, около современная. Она слегка уже окислилась у основания бантика. Ну, выглядит достаточно милым таким украшением. Далее. Пока что я не вижу того. А вот я и вижу, кстати, то, ради чего покупался этот лот. Это камея. Если мы с вами посмотрим на саму вот эту огранку камеи, то может показаться, что это прям ручная такая работа. Но, честно, это не натуральная раковина. А как мы знаем, камеи делаются из натуральных раковин. Такой дизайн был очень популярный в начале 19 века. Эти камеи изготавливались вообще с золотыми вставочками и бриллиантиком. Ну, тут камушек у нас имеет амальгаму, поэтому бриллиантиком он быть не может. Немножечко он неровно посажен. Но в целом работа очень достойная. Мы видим здесь такие неровности, как от ручной работы. И я думаю, что, скорее всего, из какого-то пластикоподобного материала то камею обрабатывали вручную. Конечно же, было бы странно ожидать в лоте с украшениями камею 18 века ручной работы, но у меня была надежда, я признаюсь, как охотник, азартный охотник за винтажом, я все-таки, анализируя по снимкам, предполагала, что камея может быть натуральная. Но, как мы видим с вами, вопросы к ее натуральности
раковина это или нет, отпали. Это не раковина, это пластик. А вот вопросы к ручной работе и огранке остаются, потому что... Давайте сейчас покажу с другого лота. Это украшения от бренда Sarah Kavan. Если мы их внимательно посмотрим, то обнаружим, что вот это литье, оно изготовленное формовкой пластика, и здесь нету совершенно никаких следов ручной огранки, скажем так. А вот здесь мы видим такую работу, как будто бы мастер вручную отсекал ненужное и оставлял какие-то элементы. В общем, интересная работа, я ее поизучаю. Если найду какую-то дополнительную информацию, обязательно, конечно же, вам об этом расскажу. Но пока мой вердикт о том, что эта работа современная и примерно относится к 60-м годам в попытках повторить украшения, возможно, 19 века. Красивая камея, пока она у нас занимает достойное место среди распаковки. Далее какие-то украшения с имитацией жемчуга. Это браслет в красивом таком оттенке перламутра цвета шампань. Давайте я его одену на руку и покажу. Очень изящный. Иногда такие милые акценты очень красиво дополняют образ, когда хочется особенно добавить нотку какой-то такой женственной элегантности. Это пластик, но в очень хорошем состоянии. И здесь есть серьги, скорее всего, современные, кольца с такой градуированной последовательностью жемчужин. И, кстати, это не просто серьги. Здесь есть, конечно же, клеймо. Почему, конечно же? Потому что, когда вы осматриваете ваши лоты, особенно если они были проданы вот такой кучей украшений, то всегда смотрите обязательно на заглушки. Это оказались у нас серьги от Avon. Вторая находочка от Avon у нас за сегодняшний день. Колье Омега. Плетение Омега. Очень стильное украшение. Такие вещи, как правило, достаточно лаконичные на первый взгляд, но одев их, они добавляют какой-то роскоши абсолютно любому наряду. Люблю такие украшения. Посмотрим, есть ли тут маркировка. Маркировки я не вижу. Я предположу, что это, скорее всего, около 2000-х годов. Красивое колье, мне нравится. Дальше смотрим, что у нас здесь есть. Это еще одно колье. Состоящее из бусин с огранкой, пластиковых бусин. Ну, такое достаточно в этно-стиле. Здесь интересная такая плетеная цепочка. Оно достаточно длинное. И мы с вами видим маркировочку Loft. Я не знаю, что это за бренд, поэтому ничего придумывать вам не буду. Мне кажется, что этот замочек менялся, потому что он по цвету совершенно не совпадает с тоном, общим тоном колье. В хорошем состоянии оно абсолютно целое. Так, что тут есть еще? О, здесь есть брошь. Ну, на первый взгляд, такие броши делались в 50-е годы. Она достаточно крупная, что также характерно для изделий 50-х годов. Это формованный металл, такая наборная конструкция цветочка, шапочки цветочка. И, возможно, кто-то очень умелыми руками детскими порисовал ее внутри карандашом или чем-то еще. Не знаю. Вставочки вот эти пластиковые, схожие на люцит с эффектом Moon Glow. Брошка симпатичная, надо ее почистить.
Дальше смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас серьги, кольца с такой наборной конструкцией из бусин, переливающихся в 3 оттенках. Симпатичные серьги. Предполагаю, что это что-то современное. Это бабочка, скорее всего, кулон. У меня, кстати, есть украшение в таком же дизайне. И вот каким-то чудесным образом к ним добавилась уже практически даже в сет с намеком на парюру. Вот такая бабочка. Скорее всего, это была подвеска. Дальше. Тут какой-то браслет. Тут браслет вот такой интересной формы, смещенных прямоугольников, геометричность. Это, скорее всего, 80-е, может быть, 90-е, но он очень легковесный. И по обратной спинке, скорее всего, он, наверное, моложе. Я предположу, что это начало нулевых. Такой красивый браслет. Достаточно стильный. Так, смотрим дальше. Напишите в комментариях, понравилось ли вам какое-либо из украшений. Это серьги. Они очень легковесные. Предположу, что это 80-е, судя по их форме и дизайну. Есть небольшой след времени. У них слегка вот здесь отслоилось покрытие. Думаю, вы это видите. Но состояние общее у них хорошее. Маркировок на заглушке нет. Далее еще одни серьги. Это уже более акцентный вариант. Схожи по дизайну на Yves Saint Laurent. У них были похожие серьги. Еще похожие дизайны были у Givenchy. Вставка пластик с огранкой под стекло. На одной сережке имеются следы исхода покрытия, небольшие потертости. Но в целом серьги достаточно симпатичные и очень тяжелые. Маркировки я здесь не вижу. Будут красиво смотреться каким-то шелковым нарядом, шелковой блузой. В общем, надо как-то примерить и посмотреть. Мне нравится. Мы с вами видим колье. Такая кольчуга красивая. Это что-то, наверное, современное, судя по тому, что вставки вот эти пластиковые, они по форме безеля. Обратная сторона в идеальнейшем состоянии. Давайте посмотрим, есть ли тут какие-то признаки маркировок, и их нет. Но своей стилистики колье достаточно интересное. Так, и у нас здесь осталось еще что-то. Пробуем так распаковать, чтобы не повредить. О, интересно. Это запонки. Я редко встречаю запонки, признаюсь честно, я за ними особо не охочусь, но приятно их находить парно. И тут у нас есть маркировка. Я думаю, вы ее видите. Не сталкивалась еще с этим брендом. И на другой стороне есть пометочка, что изделие сделано в США. Такие стильные запонки. Мне кажется, они даже могут быть, ну, вполне в себе они могут быть и женскими. У меня, кстати, нет ни одной рубашки или блузы под запонки, поэтому придется купить и выгулять. Очень красивые запонки, они очень хорошо сделаны, качественные. Скорее всего, здесь используется слой позолоты, потому что такой благородный оттенок золотого тона. Красивый дизайн, стильные запонки, мне прям нравятся. Мне прям нравится настолько, что я готова даже купить себе в гардероб рубашку, чтобы их носить. Красота. Напишите в комментариях, носите ли вы рубашки с запонками и как вам в целом эстетика подобных аксессуаров. И у нас осталось последнее украшение. Это, кстати, что-то интересное.
похоже, знаете, на какой-то коралл. Быть может, коралл, не знаю. Но что-то натуральное, точно. И вот здесь такая также вставочка, подвесной элемент в виде капли. И она так объемно переливается внутри, что аж прям немного завораживает. Посмотрите, какой у нее глубокий перелив внутри. Она как будто бы там загорается и сияет. Так, знатоки мои, напишите в комментариях, что это может быть за такой необычный материал. Он так переливается интересно. И может, это дерево? Прям затрудняюсь ответить, я не знаю, честно говоря. Застежка здесь достаточно старенькая. Такие застежки очень любили в 60-е. Бочоночек в очень хорошей сохранности. Интересное украшение. Меня прямо заинтриговало настолько, что хочется узнать о его происхождении немного больше. Напишите в комментариях, если вы вдруг что-то знаете. Что ж, вот такая распаковка у нас сегодня была. Можете написать свое мнение, стоила ли она покупки или нет. Я повторюсь, что я нисколько не расстроена, потому что я покупала этот лот заради всего одного единственного украшения. И таков путь и опыт любого коллекционера, что все мы можем ошибаться, особенно выбирая что-то и отбирая по фотографиям. Мы с вами увидимся вновь скоро совсем на новых распаковках. У меня их накопилось за последнее время достаточно много, поэтому не прощаюсь с вами. До скорых встреч. Пока-пока!